Всем доброе время суток. Возникла проблема с водонагревателем Thermex EF80. В чем заключается проблема? Во-первых, бьет током, когда я включаю водонагреватель, вот он, когда он работает. И во-вторых, вот еще есть такая проблема. Сейчас я включу водонагреватель. Вот я его включил. Так, off, видите, вот я включаю, и он выключается, то есть глюкает. То есть мне нужно подождать какое-то время, там минуты 5-10, и он уже потом начинает включаться. Но опять-таки он включается и начинает блымать, температура скачет. То есть 120, то 35, то опять 20 и так далее. Начинаем разбирать. В первую очередь там надо слить воду с бака. Я уже это показывал в моих видео, как это делается. Снять сам водонагреватель и уже начинать разбирать. Так, я водонагреватель снял. Походу у меня накрылся еще предохранительный клапан. Почему накрылся? Потому что когда я снял шланги, вот он так и должен стоять, стрелка вверх, а сюда вылилась вода. Это говорит о том, что предохранитель клапан уже не держит, и его нужно менять. Прежде чем начать разбирать, нужно запомнить, где как находятся провода. Вот, желательно сфотографировать, либо заснять видеокамеру, записать видео, как сейчас делаю я. Когда разбираете водонагреватель, обратите внимание на клеммы. Возможно, у вас клеммы тут погорели, и из-за этого, возможно, бьет током через воду. Вот видите, вот красный провод, клемма вообще страшная, она полностью погорела. И сейчас я поменяю клемму или изолирую, что-то буду делать. Самый лучший способ, чтобы держалась клемма, это ее припаять, потом под скобцами вот прижать вот эти вот краешки. То она будет держаться четко. Далее берем изоляцию, вставляем и чем-то ее прижимаем, либо паяльником, либо зажигалочкой. При подсоединении водонагревателя лучше использовать УЗО, потому что это безопасно, в том плане, что вас не ударит током, если будет какой-то пробой электричества, или если будет какое-то оголение, то УЗО защитит. Я еще приобрел УЗО, и теперь нужно соединить провод с УЗО. Провод. Я уже тут сделал изоляцию, отрезал, и мне нужно соединить каждый проводок, припаять. Для запайки мы мочим ортофосфорной кислотой, чтобы пайка держалась. И теперь паяльничком так, ну вот я спаял 3 проводка под изоляцию. Теперь нужно изоляцию пододвинуть поближе, закрыть изоляцию. Так, и изолируем изолентой. Теперь проверяем сопротивление тенов. Берем мультиметр, ставим на сопротивление. Вот видите. Теперь смотрим состояние двух клемм. Видите, тут начинает прибор блымать. Показывает 0,40, 41, 42, и вот оно блымает. Это говорит о том, что что-то не в порядке с теной.
Должно быть максимальное сопротивление ТН на 1300 Вт. Это 36,9, ну максимум 37. Ну видите, 40-41. Это уже не в порядке. Проверяем на корпус. На корпус все нормально, единицу показывает. Также проверяем вторую антенну. Проверяем вначале две клеммы. Вот, 77, 76, 77 это нормальное сопротивление. Проверяем на пробой. Одну клемму, вторую. То есть корпус и клемма. У меня пока единица. То есть с этой ТН все нормально. Получается не в порядке с ТН 1300 Вт. То есть она показывает большое сопротивление и глючит. Ну, кстати, проверяем вторую пару ТН на пробой. Начинаем с маленькой ТН. Значит, показывает 0,77. По сопротивлению нормально. И проверяем на пробой. Вот видите, пробой, оно глючит. Это говорит о том, что ТН уже нужно выкидывать. Видите, сопротивление должно показывать единицу. Оно показывает непонятно что. Проверяем вторую ТН. 0,37. Это нормальное показание по клеммам. Проверяем на пробой, корпус и клемма. Показывает единица. То есть пробоя нету. Вот видите, на входе в термостат. На клеммах была плохая изоляция. Поставил новую изоляцию и поменял клемму, заизолировал ее. Возможно, из-за этого тоже был какой-то пробой. Все клеммы должны быть хорошо изолированы. Так, я приобрел новую блок управления. Вот он, совершенно новенький. И теперь мне нужно со старого снять все клеммы блока управления и переставить на новое. В чем тут проблема со старым? Ну, в принципе, так визуально с ним все нормально, вот только что-то поржавело. Поржавел переход. Ну, я не специалист в платах. Если перепаивать, я не знаю, поможет, не поможет это. Я решил не рисковать, по 10 раз не снимать плату. Купил новую, новый блок управления и вот буду менять. Так, и теперь проверяем правильность подключения нагревателя, как работает холостую. Включили, видите, температура показывает. Нажимаем OFF, температура переключается, значит все работает. Теперь можно все это закрывать, дело, и устанавливать. Включаем водонагреватель, проверяем, все нормально работает, утечек нету. На этом все. Если видео понравилось, палец вверх. Если видео было не полезно, не понравилось, дизлайк. Всего доброго, до новых встреч.